Как же не позволить этим проектам воплотиться? Ну и хорошо, я, допустим, не хочу, чтобы был такой проект. А что я могу? Система, она достаточно слепа. Потому что все эти конкретно люди, да, хотя они конкретные люди, конкретные организации, они в своем переплетении образуют, я бы сравнила это скорее с какой-нибудь лавой, да, вот извержение вулкана произошло, и, значит, лава покатилась. Что вы можете сделать? Вы можете остановить этот процесс, вы можете уберечь, все, лава пошла, да, она уже идет, вы остановить этот процесс не можете. Но вы видите направление, куда идет эта лава, вы видите примерно скорость, вы можете оценить, что происходит и какой примерно может быть масштаб поражения. Вы можете ожидать дополнительного выброса, потому что вулкан уже активизировался. Значит, если вы находитесь а мы все-таки находимся не в непосредственной близости к жерлу вулкана, да? Мы находимся все-таки на определенном расстоянии, если так оценивать вот эту вот аллегорию. У нас есть время осмотреться и понять, куда, в каком направлении нам двигаться. Согласитесь, что глупо и неразумно, и нелогично двигаться по направлению к лаве. Лава – это сила природы, да, и она неостановима, но она слепа. Также слепая система, точно так же. Вы можете оценивать систему, вы можете оценивать направление этой системы. Да, вы можете, но если вы находитесь, вот вы не пойдете в сторону, еще раз подчеркну, не пойдете в сторону лавы, вы можете наблюдать со стороны, вы можете определить примерно до какой степени будет поражение. Даже мощная лава, огненная лава имеет свой предел. И мы говорили с вами об этом неоднократно. Да, современные системы гораздо более высоко организованы. Да, у них есть технологичные, какие-то высокотехнологичные новые ресурсы. Да, несомненно, эти ресурсы огромны, но они ограничены. Вот это нужно понимать и помнить. Как все человеческие ресурсы. Ресурсы системы всегда ограничены. У системы нет задачи поймать именно вас. Система захватит столько, сколько она сможет захватить. И она всегда эргономична. Всегда. Любая система образуется таким образом, что она старается действовать максимально эффективно, с минимальным расходом ресурса, энергии, силы, средств и с максимальным, так сказать, выхлопом. Да? И вот в этом смысле бегать за отдельно взятыми какими-то несогласными единицами у системы нет ни времени, ни интереса, ни желания, ни сил. Система формирует ловушки внутри себя. Она не может распространиться за свои собственные пределы. Она формирует какие-то приманки, условно говоря, какие-то структуры, где могут завязнуть люди. Она приглашает себя, потому что она должна себя укреплять. Это защитная функция системы по самозащите, по самообразованию, по самоформированию. Но система всегда конечна. Любая система, она конечна. И вот это тоже нужно учитывать и понимать. И поэтому я всегда говорю, что мы сами себя пугаем, говоря о том, что бежать нам некуда. Выйти на сегодняшний день у них ресурсы безграничные. Тут они вот все могут, вот тут вот мы неизбежны и так далее. Вот давайте оглянемся в средние века и вспомним инквизицию. Для тех людей того поколения инквизиция, она тоже распространилась по всей Европе. Это огромное пространство. Она имела невероятные ресурсы, она имела невероятное количество агентов, шпионов и так далее. Огромное количество людей обслуживало эту систему. Не было камер, но вспомните, как работало. Да? Те, кто знают историю, понимают прекрасно, что у инквизиции действительно руки были невероятно длинны, и казалось, что убежать от нее невозможно. Однако же люди умудрялись избегать этой инквизиции. В конечном итоге она тоже себя изжила и закончилась. Потому что любая система всегда конечна. Она конечна и пространственно, и временно. Я думаю, она исчерпает себя тогда, когда она сформирует те, так сказать, агломерации, как мы вот говорили, да, она, несомненно, выстроит какие-то свои вот эти новые формы.
в существование, когда она заведет то количество людей, которое она сможет охватить внутри этой системы, глубоко внутри этой системы, когда она закуклит, можно сказать, сама себя. У них стоит в их собственных планах 2030 год как некая грань. Но я думаю, что где-то вот году к 29-30 она должна будет себя исчерпать. Но еще у нас там две даты, которые они тоже постоянно упоминают, это 24 и 25 год, и я думаю, что это как раз тот момент, когда система сфокусируется, сконцентрируется уже на том, что будет достигнуто. Да? То есть сейчас идет вот эта экспансия системы, захват максимального количества ресурсов, особенно человеческих ресурсов, внутрь себя. Вот этот процесс, я думаю, завершится года к 24-25. Это вот мой анализ на основании большого количества изученных мной документов и их, так сказать, источников и ресурсов. Посмотрим, как будет на самом деле.